техніка порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Верховна Рада України проголосувала за введення надзвичайного стану на всій території держави. Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Очень много людей из Киева уезжают в панике, пробки ужасные. Еще подтвердились атаки на Львов, Ивано-Франковский, Луцк. Сказали Полине, что началась война. Попытались ее успокоить немножко. Сами в целом пытаемся быть спокойными, не паниковать, молимся, надеемся на Бога. Не знаю, куда пойдет это потом видео и что с нами будет. Надеюсь, все будет хорошо, и мы не будем никуда перемещаться. И мы еще в Киеве решили остаться. Не паникуем, собрали тревожный рюкзак. Точнее, на всю нашу семью их получилось штук 5 этих тревожных рюкзаков. И я не знаю, мы не хотим уезжать, потому что ехать непонятно куда сейчас страшнее, чем наверное, оставаться здесь. Сегодня мы решили завтра сделать Соне день рождения. Сегодня мы решили завтра сделать. Она сказала, хочет сов. Сделайте мне праздник про сов. Вот мы сделали ей праздник про сов, и поэтому сделали ей торт. У нее должен был через 3 дня быть день рождения, куча друзей, подарки, торт и все дела. Но праздник будет в узком семейном кругу и вип-гостем Кариной. Нужно остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас. Жители юго-западных исторических. По жилым домам гасят. Ребята, это жесть. Видели? А это горит сбитый российский самолет, не где-то под Донецком, а на соседней улице от нашего дома. Уля, куда мы едем? Соня, куда едем? Мы едем за город. По крайней мере, подальше отсюда. Пробка большая в Киев. Я не знаю, кто сейчас в Киев едет, это, конечно, жесть. Младшим вообще весело. Поля уже чуть подгрустила. Все просто красное. Не все выдерживают такой стресс и платят за это дорогую цену. А это очередь за бензином длиной в километр. Мало налички, а Поля выручила нас своими деньгами. Поль, сколько у тебя денег? 660. 660. Приехали в Винницу заправиться и сходить в туалет, и тут тревога, сирена. И это реально стрёмно, у меня ручки трусятся. Я не буду ходить в туалет, поехали. Друга доба, як Росія почала в Україні велику війну. This war that was until very recently unthinkable. Как настроение? Хорошо. Привет! Привет! Я, короче, с утра в 5 утра собирала еду и реально не помню, что я взяла. Но нормально взяла, реально хорошо. Ульяночка, это хорошая, одинаковая сосиска, они все одинаковые, вот. Сонь, вкусно? Экономим остатки налички, стараемся не терять настрой. Едем дальше. Первое утро, когда не было взрывов, и мы проснулись не в 4 утра. Сонь, ты выспалась? Вчера ночью, 25 февраля, приехали в Тернополь. Так вот, вчера вечером, 25 февраля, в общем, вчера вечером, ночью, 25 февраля, приехали в Тернополь. Ехали 15 часов, но наши друзья, которые
До этого за день выехали, тоже только доехали до Ивано-Франковской области, ехали 1,5 дня. Зато мы в безопасности, нас приняла церковь, они молодцы, они нас покормили, поселили. Я не знаю, я не спала, потому что из-за того, что у нас наш дом в том месте, где не слышно сирену, мы просыпались всегда от выстрелов, от взрывов сильных. И если какой-то шум или шорох, или что-то стукнуло у соседей стул, то мы реально дергаемся, нам стрёмно, нам кажется, что это выстрел. Мы как можем хватаемся за те немногие островки нормальности, что у нас остались, и устроили праздник для Сони. Она говорит: Кариночка, я хочу чашечку, тарелочку, что угодно, чтобы была сова. Такая моя девочка. Теперь ее страсть не единороги, а совы. Тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Соня, с днем рождения тебя. Правда, когда дети не видят, и мы можем дать слабинку, мы плачем. Карина пытается уговорить своих родителей уехать из города, который бомбят. Да и Поля в свои 9 прекрасно все понимает. Первая такая основная проблема решена – уехать из Киева, где вся мощь вражеская сосредоточенная атаки были. Сейчас следующий вопрос – это пересекать границу с Польшей или нет, оставаться ждать, пока война закончится. Но она непонятно, когда закончится, и Путин какой-то псих. 3 російські ракети вибухнули у Василькові, боєприпаси впали поблизу нафтобази. Триває повітряно-наступальна операція, в ході якої ворог продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури. 5 авіаційних та 16 ракетних ударів. Триває відчайдушна оборона міста Херсона. У храмах протестантських церков Тернополя станом на 19:00 сьогодні перебувало близько 1000 внутрішньо переміщених осіб, розповів керівник координаційного штабу протестантських церков Іван Гонтар. Марія Зеленська разом із чоловіком і 4 дітьми учора приїхала з Києва. Жінка каже, добиралися понад 15 годин. Если бы мне 5 дней назад сказали, что мы попадем на телевидение с сюжетом, как семья беженцев-переселенцев, я, конечно же, покрутил бы пальцем у виска. Михей говорит: нет войне, уходите, оккупанты. Да? Короче, сейчас будем где-то искать деньги. Вчора ж спалили якусь з запорізькими номерами машину у нас тут в Смиківцях. Закидали коктейлями молотом. Машину закидали? Так. Просто так чи? Ні, диверсанти. А вони якось впізнали їх? Вони це я не знаю, але просто мені подзвонили, куди я їхала, якраз виїжджала. Просто щоб ми не їхали, у нас теж запорізькі номера, щоб нас не закидали. Нам сказали, никуда не едь, мы вас свозим снять куда-нибудь наличку, поищем. Первые дни войны наши банки знатно, конечно, потрепало. Ими нельзя было расплатиться, да и наличку не в каждом можно было снять. Копаемся, едем на Львов. Собрались уезжать из Тернополя. Утро. 8:20. И слышно в городе сирена. А нам нужно собираться уезжать. Так и живем. По дороге в Черновцы мы пытаемся понять, в какую страну будем двигаться дальше и у кого будем жить. Чуть-чуть дальше находимся от всяких там эпицентров военных действий, но как-то легче не становится. Морально ты понимаешь, что страна в огне, и такое ощущение, что до сих пор как-то в каком-то сне находимся, не можем в полноте осознать все, что происходит. У нас куча знакомых, куча друзей, у которых разного рода сложности по перемещению, по машине, по здоровью. И все где-то куда-то едут, у всех все плохо. И мы приехали в Черновцы, в церковь, и мы думали пару дней там побыть, но там уже много людей, и там общее помещение, и нужно всем быть в одном зале. У нас маленькие дети, нам сложно, и пастор этой церкви предложил нам поехать к нему домой, у него тоже 3 детей, и они любезно предложили забрать нас к себе. Я понимаю, что это непросто приглашать в гости семью с 4 маленькими детьми, мы очень благодарны за это. Помимо семьи у нас есть больше 120 сотрудников в компании. Многие находятся в сложных обстоятельствах, не могут переселиться или находятся под бомбежками. А это новая реальность детского общения в школе перед уроком. Нет, мы в подвале уже, Нет, мы в подвале. А где? Мы еще наверху, да наши стреляют. Пишут.
Пожалуйста, умоляю, помогите, негде спать. Надо нам что-то делать, кого-то к родителям, не знаю. Посмотри, сколько в Синае мест есть. Эта война не только война танков и оружия. Также здесь нужно побеждать и в тылу, поддерживая нашу экономику, помогая людям, эвакуируя людей из горячих точек. Поэтому этот парень и многие сотни других людей в нашей стране просто герои. Мы хотим взять 3-4 баняка и на таможню рвануть, знаешь. И нам надо так, чтобы он, например, в 11 был готов во всех местах. И мы берем этот баняк и в стаканчики людям, которые стоят по центру таможни. Потому что они ни вперед не могут, ни назад не могут. Здесь пожили 3 дня у ребят, очень классно нас приютили. У них и так 3 детей, и наших 4. Тут, конечно, был детский сад, еще тот. Мы решили уезжать из Украины. И будем ехать сейчас на румынскую границу. Нашли там жилье на несколько дней. Позавчера было 8,5 километров пробка. Вчера 4. Очень надеюсь, что сегодня меньше, потому что можно там долго стоять. Идет снег. Мы еще не знаем, куда мы едем. Не знаем, насколько. Не знаем, как лучше. Наши родители в Запорожье. Запорожье сейчас тоже не в лучшем состоянии. Короче, мы уезжаем, но ничего не закончилось. И все продолжается. И посмотрим, как дальше. Ты хоть на машине, малыш, да? И ты ничего не вспомнишь, и это прекрасно. Увесь світ захоплюється вами, від голлівудських зірок до політиків. Сьогодні ви, українці, символ незламності. Чайок, кофійок. Дякую, ви молодці. Ми всі молодці. Прорвемось.